Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю очень быстро, незабываемо вкусный, тающий буквально во рту торт латте. На приготовление этого торта уйдет моего личного времени не более получаса. И плюс еще 20 минут на выпечку. Отстаиваться ему долго не нужно. Торт очень красивый в разрезе. Шоколадно-кофейный торт. Для приготовления этого торта даже не потребуется никакой формы. Главное, чтобы был противень. Итак, сначала приготовим корж. Для этого мне понадобится 10 яиц среднего размера. Я их сейчас разделяю на желтки и белки. Желтки пока отставлю в сторону и буду взбивать белки. Итак, здесь у меня 10 белков, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. И от общего количества сахара 220 грамм я половину добавляю в белки. Взбиваю примерно 5 минут всю белковую массу. Вот такая пышная меренга у меня получилась в итоге. Отставлю ее пока в сторону. К желткам, здесь у меня 10 желтков соответственно, я добавляю порциями весь оставшийся сахар, то есть половину, которую мы оставили от белков. Сразу весь сахар в желтки не вводим и тем более не засыпаем желтки сахаром, иначе они сразу у нас покроются пленочкой. 5 минут я примерно взбивала желтки. Добавляю сейчас туда 100 грамм растительного масла без запаха и 100 миллилитров молока комнатной температуры. Просто все перемешиваю, ничего уже долго не взбиваю. Просто чтобы эта масса объединилась. На данном этапе разойдется уже весь сахар. Здесь в этом рецепте взбивание желтков не менее важно, чем взбивание белков. То есть не нужно пропускать вот этого шага взбивания тщательного желтков. Просеиваю туда сейчас 190 грамм муки. Муки здесь больше я брать не советую, потому что этот корж очень воздушный, он очень легкий. И если добавить больше муки, просто он будет забит мукой тогда. И 5 грамм разрыхлителя добавляю туда. Все прорабатываю просто миксером до объединения. И сейчас уже, когда вот такое гладкое тесто у меня получилось, я добавляю туда все взбитые белки. Белки вмешиваю, естественно, по обыкновению, очень бережно, круговыми движениями, либо лопаткой, либо венчиком большим можно вмешивать. И если вы обратили внимание, для таких видов теста я всегда беру посуду немного побольше, потому что чем мельче посуда для перемешивания белковой массы, тем большая вероятность того, что движений нам придется делать больше, так как неудобно в ней перемешивать, и тем самым белковая масса просто осядет. И также не менее важный пункт, по которому постоянно задаются вопросы в комментариях, духовка, естественно, как и для любого бисквитного коржа, разогрета у меня уже заранее. Это очень важно сделать. В данном случае для этого теста на 170 градусов Цельсия. Сейчас половину теста я откладываю в ту миску, где я взбивала белки. И в оставшуюся половину теста я добавлю какао. Здесь у меня 40 грамм какао-порошка и 70 миллилитров кипятка. Я очень хорошо вымешиваю какао-смесь, чтобы не было комочков. Добавляю это все в половину теста. Перемешиваю тоже бережно. Ни в коем случае не миксером, чтобы не осадить массу. Как я уже сказала, духовку я уже разогрела на 170 градусов Цельсия. Выпекать я буду этот корж буквально 20 минут, то есть печется он очень быстро, он абсолютно неприхотливый этот корж. Самое главное, во время выпечки не открывать ни в коем случае духовку. Противень у меня в данном случае стандартный, 42 на 32 сантиметра. Я его застелила бумагой для выпечки силиконизированной. Если у вас бумага для выпечки не силиконизированная, желательно смазать ее растительным маслом. И вот здесь, внимание, сначала выкладываю я светлое все тесто на этот противень, разравниваю обязательно, чтобы потом вот этот рисунок у нас более четким был, чтобы не было вот этих вот волн дополнительных. Если у вас нет шпателя, ничего страшного, вы можете разравнивать обычным ножом, либо кухонной линейкой. Все это делается элементарно, просто и быстро.
И вот теперь очень важно все шоколадное тесто распределить по всему коржу, не в одну точку его выливать сразу общей массой, а именно вот такой лентой как бы распределять по всему коржу, чтобы потом рисунок распределялся очень равномерно. Выпекать я буду при температуре 170 градусов Цельсия на среднем уровне без конвекции примерно 20 минут этот корж. Сейчас рукоятка от вилки вот так сначала по длинной стороне. Я делаю вот такие борозды. Если вы тортик будете так же собирать, как я, чтобы потом был красивый разрез. Потому что этот рисунок, он красиво смотрится именно вот, если вы его правильно сделали вот эти борозды. И потом по короткой стороне противня я делаю также эти борозды. Убираю сейчас выпекаться 170 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции в заранее разогретой духовке на среднем уровне. Духовку во время выпечки, естественно, не открываем. 20 минут прошло, корж у меня испекся, не нужно этот корж сильно зажаривать, потому что он должен остаться таким же нежным, влажным внутри. То есть это нормально. Он вот так осядет, это нормально для него тоже. Я обрезаю краешки сейчас, чтобы корж внутри был весь ровный. Вот этими обрезками, если их измельчить, потом можно будет украсить тортик, посыпать полностью и сверху, и с боков. Я же буду посыпать просто шоколадной посыпкой. Этот большой корж в середине я делю напополам, то есть у меня будут два коржа примерно размером как листы А4. Это примерно. То есть торт будет не маленький, примерно 15-20 порций у нас выйдет. В процессе, пока я их разрезала, они уже у меня остыли, эти коржи. И я ничего не жду, сразу готовлю крем и собираю тортик. Сейчас 2 чайные ложки растворимого кофе я заливаю 1 чайной ложкой крутого кипятка. Это для крема мы уже готовим. 300 мл очень холодных сливок для взбивания жирностью не менее 33%. 50 грамм сахарной пудры, 8 грамм ванильного сахара и 300 грамм очень хорошо охлажденного творожно-сливочного сыра. Все это я взбиваю до устойчивых пиков. Добавляю туда сейчас, уже когда масса практически взбита, всю кофейную смесь и взбиваю до устойчивых пиков. Если у вас сливки менее жирные, допустим 30% жирности, сразу же добавляйте туда загуститель для сливок в этот крем, чтобы крем лучше держал форму. Я здесь брала сливки жирные, поэтому у меня все взбилось. Если кому-то этот крем покажется не таким бюджетным, конечно же ссылочки на бюджетные кофейные кремы я вам оставлю в описании к данному видео. Крем визуально делю на 2 равные части. Одну часть крема наношу на нижний корж и вторую буду наносить на верхний корж. Вы видите, какие нежные эластичные коржи. Они очень влажные на вкус, тающие буквально во рту, они абсолютно не требуют никакой пропитки. Если при желании вы их можете пропитывать, но я считаю, что это вообще здесь не нужно. Также можно кофейной пропиткой их пропитывать. Но этот крем кофейный, он очень хорошую даст кофейную нотку этому торту. Этот торт большой, на 15-20 порций его реально разрезать. Он очень хорошо нарезается, идеальный рисунок получается. Этот торт можно разрезать на шикарные порционные пирожные. В каждом кусочке, в каждом пирожном будет свой неповторимый, уникальный рисунок благодаря вот этому приготовлению бисквита. Торт, как вы видите, сразу получается идеально ровным. Это достигается именно благодаря тому, что мы срезали вот эти неровные краешки у бисквита. Ими, как я уже сказала, можно посыпать боковину и верх тортика, у кого будет желание. Сейчас таким волнистым шпателем я выровняю тортик сверху. Если у вас нет такого фигурного шпателя, вы можете в принципе использовать обычный крупный нож для хлеба. Эффект будет тот же самый. Либо же крупной вилкой можно сделать такой же рисунок. Это все на ваше усмотрение. Можете вообще никакого рисунка не делать. Этот торт можно поставить на часик в холодильник. Я буду сразу его нарезать. Украшаю просто посыпкой вот такой шоколадно-сахарной. Сразу хочу здесь ответить на вопросы в комментариях по поводу крема. Если вы не хотите, чтобы этот торт был с кофейной ноткой, естественно, его можно оставить просто шоколадным. Не обязательно в него добавлять кофе. Вместо кофе можете добавить туда просто 1 столовую ложку какао-порошка в этот крем. Он будет более стабильным, но без вкуса аромата кофе. Нарезается этот торт превосходно обычным ножом, не горячим.
Как я уже сказала, в каждом кусочке будет свой уникальный неповторимый рисунок. Если вы это будете подавать как пирожное, это будет просто замечательно. Торт этот без преувеличения, изумительно просто вкусный. И он очень легкий на вкус, он не тяжелый. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.